И всем привет, ребята, с вами, как всегда, я, Ливон. И сегодня я вам покажу новый снапшот, а именно Потато. Что переводится как картошка. И давайте уже начинать. Когда вы спавнитесь, я заспавнился. Хотя нет. Вот в мире. И вас ждет где-нибудь вот такой сундучок. Ну, и вы думаете, это обычный сундук, как обычно. Где деревянный топорик, дерево и все такое. Ну нет. Когда вы открываете этот сундук, тут картошка. Картошка, что самое главное в этом снапшоте. Костная мука. Мотыга, ведро воды и картошка. И тут есть один обычный ядовитый картофель и один необычный ядовитый картофель. Знаете почему? Потому что когда вы его надеваете, он делает вот такую мордочку. И вы подумаете, такие, а что с ним делать? Как вот, ты потыкал, ничего не сможешь, не поставишь. И такой взял и сказал, не надо, пошел исследовать. Но нет, ребята, это очень важная штука, потому что это сейчас будет звучать очень странно, его можно надеть. То есть надеваем, и он вот тут вам будет диктовать, что надо делать, но это на английском тут. Это все на английском, поэтому давайте я сниму. И картошку можно просто посадим. И вырастем. И все. И давайте я расскажу еще одну фишку. Мы все знаем обычное око Эндера. Вот оно. Но это ведь снапшот про картошку. Поэтому нам добавили око Эндера и типа это око Эндера, но только как картошка. Они оба круглые и оба ведут к двум порталам. Да-да, к двум. Око Эндера ведет к обычному порталу. А это уже ведет к необычному порталу. И он как раз стоит у меня за спиной. И еще, ребята, если надо взять второй ядовитый картофель, это обязательно сейчас узнаете почему. И когда вы приходите к этому порталу, так, это мы ломаем. Вот тут, это я там поставил, это, потом расскажу, короче. И тут мы встречаем вот такую картину, и тут будет шлем, подводное дыхание и вот такой лут. Это можно, конечно же, все забрать. Но где тут портал ускальзывает? Вы спросите. Где он? А я сейчас расскажу. Для этого нам нужна ядовитая картошка. Если мы ее возьмем и поставим сюда, откроется наш портал. И он будет так красиво переливаться. Ну и давайте уже заходить. И когда мы заходим, мы попадаем в измерение картошки. И вот, ребята, угадайте, вот что это? Что это у меня сейчас такое? Это трава или что? Я вам скажу ответ. Это картошка. Вот. Это просто картошка. И тут есть несколько биомов, то есть локаций. А именно, вот такая локация, на которой, кстати, я сейчас нахожусь. И, возможно, вы заметили... Так, я, ребята, все... Вот там таких и вредных паучков. Возьму одно яблочко. И смотрите. Вроде бы в креативе ничего они не делают. Но если я зайду в выживание, смотрите, и подойду к ним, что они будут меня делать? Давай. Вот,
они в меня непосредственно стреляют. Смотрите. В меня картошка. Я не понимаю, чем он в меня стреляет. Вот, вот эта штука в меня чем-то стреляет. Вот это. Поэтому, ребята, лучше if опасаться. И еще тут будут встречаться вот такие блоки. Это... Они похожи чуть-чуть чем-то на кактусы, только это не кактусы. И давайте перейдем ко второй локации. Это там водопад. Это нормально вообще. Это вот такая локация. Тут мы можем встречать такие огороды картошки с заборчиками из картошки, конечно же. К этому я потом расскажу про заборчики из картошки. И вот такие огороды. Конечно же, тут будет только картошка. Ну, и вы можете также встречать не только огороды, а сами деревни. Также тут будут другие мобы, как, например, давайте я сейчас возьму призыв. Призыва паука, например. Паук выглядит вот так. Чуть-чуть жутко, как по мне, он выглядит, например. И тут будут встречаться также заброшенные шахты. Например, скелеты выглядят тоже чуть-чуть жутко. Ой. Зомби вот так. Не, я тебя не оставлю тут. И поэтому вот и у нас также есть цепи. Это цепи, но только из картошки. Да. И если вы спросите, а можно выжить в этом мире вообще? Я вам скажу легкий ответ. Да, можно. Потому что тут есть даже незерит. Вот, видите, ребята? Вот это, я даже не ставил этот незерит перед записью. Он просто вот тут был. И, ребята, и еще, если вы будете это тут проходить, я вам кое-что хочу сказать. Если вы зайдете вот в эту воду, вам наложится отравление. Правда, она... Также тут можно встретить можно встретить железо. Железо это у нас вот таких будет камнев. Я сейчас вам это все покажу. Вот у нас. У нас вот все руды. То есть сейчас я вам продемонстрирую. Вот у нас все руды. Это золото, железо, медь. Это я не знаю что. Это редстоун, это алмазы и это лазурит. Эти все руды могут встретиться ровно вот в этих биомов. Во всех, короче, биомов они могут встретиться. Ну, и еще бы хотел поговорить про новые блоки. Да, про новые блоки. Именно в этом снапшоте добавили новые блоки. Это, например, как полуплитка из блоков, лестница из блоков, забор, который мы уже видели, калитка, дверь, люк, кнопка, стенная плита. Дальше у нас доска, дерево, табличка и листва из потату. И вот эти блоки. Сейчас я все вам покажу их.
Это они выглядят вот. Так. Вот так они все выглядят. И, ребята, я еще хочу поговорить про новые инструменты. Это у нас как? Это у нас элитры, броня, еще один инструмент. И дальше вот такой трос. Зачем они нужны? Сейчас вам расскажу. Во-первых, вот это. Потом расскажу. Тапки нам нужны, чтобы вот если мы упадем с высокой высоты, у нас образуется вот такой эффект. И вот такая какая-то жизнь. Ну, я не знаю, какие-то блоки такие. Слизь. Правильно сказать. А нагрудник просто для защиты. И элитры. Вы спросите, чем они отличаются от обычных элитров? Вот обычные элитры, вот они, и вот необычные из потата. У этих элитр ровно чуть-чуть больше прочности, чем у этих. Да. То есть вы на них сможете чуть-чуть больше полетать. И еще есть вот такой гарпун. Вы им можете вот так стрелять. И тем самым очень удобно двигаться по этому миру. Вы можете, например, если падаете вот так, вы можете зацепиться гарпуном и еще раз, еще. И дальше тут поломать блок, поставить и все. Или если вам надо просто попутешествовать, вы можете очень легко на элитров вот так передвигаться. Кстати, это будет очень удобно. И еще вот про такую палочку. Сейчас вам покажу, зачем она нужна. Например, берем одного скелета. Давай. Скелета. Авелидепчик. Полетел чисто, смотрите. Мы можем их откидывать на очень далекое расстояние. Как бы им там будет очень сладко жить. Нет. Нет. И, наверное, из инструментов и брони это все. Сейчас хочу рассказать про локации. Ой, про вот такие структуры. Тут могут спавниться вот такие корабли. Давайте сейчас зайдем. И вы можете найти железо, изумруды, лазурит и все. В этом духе. А тут еще один сундук закопанный. Да? И, кстати, вот у этих блоков, ребята, они как песок, и у них есть гравитация. Вот так, если я ставлю, у них есть гравитация. Как у песка. И такие вот скалы. Я не помню, как это называется правильно. Я реально не помню, ребята. Это, кажется, называется галактит, что ли. Вот так как-то. И еще тут могут встретиться деревни. Например, вот сейчас я вам, возможно, покажу одну из них. А возможно, не покажу.
Вот, ребята. Вот что я вам еще хотел показать. Вот такие деревни тут могут спавниться. Вот тут такие домики. Картошка, конечно же. Вот такие. Давайте разбудим одного жителя. И вот такие будут жители. Нет. Я тебе кроватку не верну. И вы можете в деревне найти вот такую штуку. Ее можно скрафтить. И у верстака. Открываем крафты. И вот она. Ее можно скрафтить из 2 железных слитков. Один кусочек железа и 1 палка. И доски потато. Ну, которые я вам уже показывал. Но что она делает? Я сначала тоже не понимал. Но теперь смотрите. Если мы возьмем картошку, поставим вот тут эту штуку, мы можем сюда положить картошку, и она будет жариться. Надо подождать несколько минут. 1, 2, 3. Ну давай. Картошка. О, кстати, вон курочка. Давайте, пока она жарится, мы поговорим еще одних предметов. Так. Вот. О, и вот она пожарила. Смотрите, вот. Вот, например, вот такой ткацкий. Ой, не ткацкий станок, а камнерез. Вот обычный, а вот картофельный. С ним можно сделать все как с обычным. Смотрите. Ставим тут. А, нет. Тут. Вот. Дантика. Вот, мы можем сделать с ним тут. Мы можем взять камень. А тут... А тут я не понял, что мы можем. А тут мы, похоже, ничего не можем сделать. Хорошо. И еще есть вот такая печка. Если честно, в печке я не очень разобрался, как в ткацком станке. Тут я реально уголь. Надо сюда уголь. Дальше. Бутылка воды, что ли, нужно? Вот я реально не разобрался. Я не разобрался в этой штуке. Может, вы разберетесь? Ну, наверное, ребята, если вы хотите выйти из этого измерения, я вам скажу, надо просто спрыгнуть вон туда. И еще будет вот такой лабиринт в деревне. Ну а на этом всем спасибо, ребята, за этот просмотр этого видеоролика. Всем удачи и всем пока-пока!